Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Я возвращаюсь к своим традиционным недельным влогам. В этот раз выпускаю чуть с задержкой, но ничего, войду в колею и уже буду выпускать как по графику. Ну что ж, моя неделя началась вот так. Все, у нас обратный путь домой. Едем в аэропорт. Отдохнули мы замечательно, отпуск удался на все 100. И я хочу сказать огромное спасибо всем моим зрителям, которые писали добрые пожелания хорошему отдыхе. Это не только приятно, но и очень ценно. Большое вам спасибо за ваши слова. У меня 3-й год подряд отпуск приносит невероятные эмоции, не только от самого отдыха, а также от невероятных встреч с моими вязальными подружками. И этот год тоже не явился исключением. Я встретилась с еще одной моей вязальной подружкой, с Лилией Аслан. И мы провели вместе день. Те, кто не видел эту встречу, проходите, смотрите. Причем у нас с Лилией получились разные видео. У нас только один единственный фрагмент, один похожий, а так у нас получилось, находясь друг с другом рядом, снять видео по-разному. И это здорово. Вообще здорово, когда появляется возможность встретиться вживую с человеком, которого ты видишь через экран. У меня, конечно же, еще есть вязальные подружки, с которыми я мечтаю увидеться, а мечтать нужно. И я надеюсь, что у меня будут продолжаться такие невероятные встречи, которые будут дарить мне невероятные эмоции. В отпуске я начала процесс. Я рассказывала, что я начала вязать изделия. Мне нужно было изделие, я еще до сих пор не определилась, как я его назову. Это ее кофточка или кардиган укороченный. Решила, что я возьму пряжу, а там уже как пойдет. Ну и в принципе очень даже хорошо пошло. Взяла я пряжу, которую мне подарила Ирочка Бранд. Ирочка, тебе большой привет и спасибо за пряжу, которую я пробую, вяжу. Это пряжа норвежская, называется Vikingan Björk. Здесь 50% бамбук, 50% хлопок. В 50 граммах 147 метров. Я из этой пряжи уже вязала свой кучинелли, вязала спицами. По-моему, спицами номер 3. И я знала прекрасно, что после ВТО эта пряжа вытянется. Вытянулась она только один раз.
именно как я предполагала, так это и случилось. Но эта пряжа, знаете, она такая пластичная, мягкая, как масло. Вот у меня сейчас, когда я с ней поработала, сравнение вот прям масляная пряжа. А тут я решила попробовать эту пряжу в крючке. Меня вообще в этом сезоне с весны, я даже уже не помню, когда я начала вязать, какое у меня изделие было весной или летом первым, связанное крючком, но меня крючок не отпускает, мне хочется вязать. Ну, а раз хочется, значит, нужно вязать. И у меня было 6 моточков этой пряжи. У меня остался буквально, вот посмотрите, видите, я еще думала, что у меня останется больше, и тогда я свяжу косынку, а у меня осталось вот буквально здесь совсем небольшой кусочек, 6 мотков у меня было, и все 6 мотков извязаны. Вообще здорово, когда на проект уходит практически вся пряжа и не остается остатков, потому что вот эти остаточки — это все время головная боль. Куда их применить? И жалко, и нужно применять куда-то, и все равно они копятся. Ну вот у меня самый большой проект из остатков — это плед конфетти, которым я пользуюсь и по сей день. И очень люблю этот плед. Я им укрываюсь. Также я еще использовала остатки, вязала платье домашнее, вязала кофточку домашнюю. И вот сейчас у меня опять подкопились остаточки, и нужно подумать, куда их применить. И в отпуске я практически завершила это изделие. Что мне хотелось? Значит, мне хотелось, чтобы это изделие было, оно несложно, видите, это сеточка. Я здесь с чем поигралась, да, то есть узор я взяла простой, но я здесь поигралась с конструкцией. Это конструкция, в которой только боковой шов, вот, и все. Вяжется она снизу вверх и вот так. Но я отдельно вам про эту кофточку расскажу, потому что связать ее можно. Это ведь не только может быть летним изделием, связать ее можно в том числе и из теплой пряжи. То есть мне нужно было такое изделие, которое будет хорошо смотреться и с юбкой, и с брюками, и чтобы вот как бы закончить образ. Я ее уже примеряла. Когда еще не провела ВТО, я ее примеряла. Мне нужно было посмотреть, как это вообще все смотрится, и моя задумка удалась. Вот здесь внизу, видите, у меня здесь пояс. Это штучка, пока буду так называть штучка, потому что, не знаю, ну, может быть, вы мне подскажете, как эту штучку назвать. Это кофточка, кардиганчик или... Ну нет, это не болеро, конечно. И оно вот здесь будет по центру завязываться. Я вижу, вот сразу, когда я начала вязать, я сразу увидела с яркими брюками. У меня есть красные брюки, у меня есть васильковые брюки. И вообще, думаю, будет смотреться просто замечательно. У меня есть белый шелковый топ, у меня есть красный топ. И я думаю, с красным будет смотреться. Подумаю, как. И, в общем, классная получилась вещь. Вообще, я думала, что рукав, вообще изначально я думала, что у меня рукав будет за локоть заходить. Но когда я вообще первый раз так вяжу, это, видите, вот вывязывала я пройму, и я вяжу и думаю, а если это будет здесь очень широкое, вот в области тела, как это? А так вообще, конечно, можно было и дальше вязать, но я еще боялась, что с пряжей, да, я не стала почему вязать, потому что когда я вязала спинку
это же цельная. У меня уж, я смотрю, что я уже перешла на 3-й моток. Думаю, да, вот поэтому я с рукавом и остановилась. Вот видите, здесь нету шва сверху. Я говорила о том, что вот эта пряжа за счет того, там, где в составе, не очень хорошо сказала, если в пряже, в составе пряжи есть вискоза, бамбук, хотя в прошлом году я с бамбуком работала, такой пластичности не было. А вот у этого вот как прям масляная, как с вискозой пряжа. Оно вот здесь по плечу само ложится так, как нужно. Что хочу сказать. После ВТО и в крючке эта пряжа немножко вытянулась. Но здесь совсем немножко. Ну, как бы немножко. Нет, не немножко. Для меня это уже как бы показатель. Потому что немножко это если 2-3 сантиметра. Это я считаю, что вообще какое-то вытяжение. Это просто расправила. Здесь, наверное, сантиметров 5 точно есть. Да, 5 сантиметров. Потому что я вот смотрю по этим клеточкам, что они стали покрупнее. Вот мое изделие. Очень я довольна им. Понравилось. Я еще думала. Вот здесь я сделала, видите, как бы на V-образную горловину убавление. И я думала, может быть, здесь понадобится пуговица, чтобы как-то вот прихватить. Но когда надела и уже вот здесь зафиксировала, нет, ничего не нужно. А так вообще у меня есть броши. И если в случае, да, вот я так подумала, уж на крайний случай, я скреплю брошкой. И вот такое, да, такой простой узор, но мне давно хотелось уже что-то вот просто сеточку взять. И мне понравилась эта идея, понравилось то, что получилось. Поэтому я сделаю, конечно же, отдельное видео, покажу вам. Я это все даже снимала. Ну, конечно, да, в таких условиях, когда мы были в отеле, я даже снимала, как это все выглядит. Потому что думаю, когда я это все уже соединю, как это мне все будет на пальцах объяснять, я так не люблю. Вот, так что у меня готовое изделие есть за неделю. Я его завершила. Сначала я его пропарила, прогладила. Кстати, после отпаривания вообще никаких изменений не было. Никакой вообще, ни туда, ни сюда, как говорится. А вот когда я постирала, причем я очень аккуратно стирала руками, на горизонтальной поверхности все аккуратно разложила, но когда высохло, смотрю, нет, все-таки изделие вытянулось. Я еще думала, что я успею закончить свой плед. Да, вот этот вот свой большой-большой вот этот плед. Да? Сейчас я вам не буду его показывать. Я вам его покажу в конце недели, когда буду уже снимать новый влог о своих готовых изделиях. Мое решение такое. Пряжи нет, розовой пряжи нет. Я рассказывала вам, что найти я ездила в большой, просто в огромный магазин с огромным ассортиментом разной пряжи, но цвет вот такой, какой мне нужен, даже близко не было. Когда я его разложила и сделала замеры, я поняла, что по сути мне уже достаточно. И если я бы даже как бы, да, если бы у меня была пряжа, но я бы еще провязала рядов 50, например. Пусть он был бы подлиннее, но не 100 рядов. Ну, половину бы провязала. Потому что, как бы, да, если плед был бы в длину, представьте себе, если бы он был, например, 3,5 метра. Да какого это дядю Степу, да, такой плед, куда его заворачивать? Я сделала определенные выводы по вязанию, я так скажу, по вязанию картин в мозаичной технике, потому что это плед-картина. Буду ли я вязать еще? У меня еще есть 2 схемы, и я очень хочу связать еще один плед.
я его и хотела начинать первым. И уже учитывая все нюансы, которые я поняла в процессе вязания этого пледа, там уже будет плед полноценный. Я тоже думаю, что как бы нужно снять отдельное видео, потому что, с одной стороны, очень много различных видео по вязанию в мозаичной технике. Много. Но вот таких пледов, такие пледы-картины я не видела, я не встречала. Вообще никакого разъяснения, объяснения. Я опиралась на опыт других вязальщиц. То есть я смотрела перед тем, как браться за работу, я посмотрела несколько видео, я в чате, в общем, полистала, почитала, из чего вяжут, что берут, как, что. И мне, честно скажу, мне информации не хватило. Я никак не могла определиться с пряжей. Вот не могла определиться. Ну и как бы так как очень многие предлагали для вязания подобной пряжи Ализе Буркун, Буркум или Буркун, вот что-то так, я и выбрала пряжу соответственную. И у меня, то есть я закончу, я сделаю просто вверху такую каемочку, ну это будет просто однотонная, вот из этого сливового цвета, и по низу тоже. И все. И этот плед у меня будет завершен, я его постираю, в машине буду стирать, постираю и уже вам в конце недели покажу. У меня осталось 4 моточка. Осталось у меня остались у меня эти моточки благодаря моей подписчице. Я не буду называть имени, потому что она меня просила ничего не говорить. Просто скажу, что когда я стала говорить, что нет пряжи, одна из моих подписчиц сказала, что у нее осталась вот такая в точности пряжа, она ей не нужна. И я с удовольствием согласилась, чтобы она мне ее отдала для того, чтобы я завершила плед. Но я, конечно, никак не думала, что так получится. И что я хочу? Я буду вязать из этой пряжи и еще буду добавлять другую. Не знаю, может быть, я белый цвет возьму, потому что с этим цветом не обязательно розовый. Мне нужны наволочки новые. Я говорила о том, что буду вязать наволочки. И вот мне как раз эта пряжа и пригодится. Я найду ей компаньон. Я думаю, мне почему-то видится белый цвет. И буду вязать. Ну, конечно, это уже будет не картина, а это будут какие-то узоры, которые предлагает Юлия Гендина. Если я не ошибаюсь, в фамилии сейчас не ошиблась. Надеюсь, не ошиблась. И у меня, в общем, так я в отпуске. Такой я поймала хороший расслабончик, что никак не могла несколько дней, знаете, собрать себя в кучу. И навыкладывала, вот здесь у меня же банкетка стоит, я навыкладывала сюда пряжи. Таня, нужно уже готовиться к осени. Осень не за горами, совсем скоро на работу, и нужно вязать новые вещи. И вы знаете, я никак не могу сосредоточиться на чем-то конкретном, что я буду вязать. Сначала, сразу же, что я сделала, я достала вот этот свой проект, который начинала. Давненько я его уже начинала вязать. Это мотивы. Я хочу его закончить благодаря моим подружкам Ире Бранд, Мариночке и сестре Марины, Тане, которые помогли эту пряжу доставить уже до меня. И вот я достала. Теперь мне нужно найти схему этого мотива. А что-то, знаете, я здесь что-то увидела у себя. Знаете, что я увидела с какой-то стороны? Ага, вот смотрите, что я увидела. О, вот это что-то у меня такая тут дырка какая-то большая в соединении. Посмотрела, а здесь у меня нет такого. Вот надо еще мне разобраться, что у меня здесь за соединение и что я сделала, может быть, не так. Вот я увидела свой косячок.
Мне, конечно, не хочется ничего тут распускать, честно скажу, потому что это очень тяжело распускается. Я надела на себя, надела, чтобы мне понять, куда двигаться и что я хочу сделать здесь. Да, пряжу уже достала, тоже сюда положила. Мне нужно связать, вот я этот рукав начала. Я хочу связать вот одну половину, рукав у этого изделия. Мне просто нужно понять. Я мотивами вязала, у меня кофточка солнечная, желтенькая, и там рукав небольшой, потому что летнее изделие. А мотивами длинные рукава я не вязала вообще никогда. И я хочу вот здесь с одной стороны вывязать рукав, а потом уже перейду на вторую часть, и мне нужно удлинить этот жакет, потому что на данный момент он короткий. То есть очень коротенький, и я буду его удлинять. Еще одним рядом точно мотивов я хочу по низу пустить. А там уже будут, наверное, половинки, но посмотрю. Вот, достала этот проект, тоже хочу его вязать. Вообще так классно смотрится. И, конечно, изделие будет шикарное. Только вот я еще здесь должна разобраться, что у меня здесь в соединении не так. Чего я тут не так соединила. Потому что я смотрю, здесь какая-то большая дырочка. Ну ладно, разберусь. Дальше, что я еще? Я не убирала далеко вот эту пряжу, которую мне Лилечка подарила на нашей встрече. Здесь хлопок с кашемиром, и она мне не дает покоя. Сначала у меня была мысль купить пайетки в тон этой пряжи и связать себе что-то, чтобы было с пайетками. Что-то опять потянуло на блестящий. Ну, бывает у меня такое. Потом думаю, нет, не хочу я ничего добавлять в эту пряжу. Ниточка здесь, знаете, она в виде шнурочка, плетеного шнурочка. Я люблю такую тоже пряжу. И я сейчас вся в мыслях. Спица, крючок, одно сложение или нет. Нужно связать небольшие образцы, чтобы понять, как вообще раскрывается, что. У меня ничего такого цвета нет, но сегодня с утра мне пришла еще такая, знаете, идея. А если бы сюда добавить мохер? Но этого мохера у меня мало. А куда я его использовала, этот мохер? Надо вспомнить. Вот этот мохер я... как куда? Я же вязала Есению. Джемпер Есении я вязала, этот мохер использовала. Очень красивого цвета. Он бы сюда подошел, я уже посмотрела, но его очень мало. Этот, естественно, нет, он очень яркий. А еще у меня есть вот такой. Но он не совсем подходит. Он будет отдавать под тон. Ну ладно. Значит, без мохера. Это я так просто. У меня мысли скакуны. Ну, вот эту пряжу я хочу использовать. Я люблю осенью, люблю весной такие легкие джемперы. И еще я хочу связать себе джемпер вот такой красивый сиреневый. Сюда точно буду добавлять пайетку. Этот шелк я купила вместе с шелком вот с этим. Вот. Этот я уже, с этим я уже поработала. А этот у меня еще есть. Это стопроцентный буретный шелк от Филати Бурати. Так, надо найти. Я вот смотрю, а у меня тут нет этикеточки. Вот он. Так, 400 метров в 100 граммах. Угу. И сюда я буду добавлять точно. У меня есть моток такой красивой сиреневой пайеточки, микропайетки. И сюда она очень хорошо подойдет. Вот пока достала эти две бобинки. Одну достала, одну не убирала. Хочется и крючком вязать, и спицами. И вот я надеюсь, что я сейчас определюсь уже, да, и в конце следующей недели покажу вам, что я начну новенькое. И дочке нужно что-то вязать. В общем, вообще, я думаю, надо мне в пряже своей посмотреть,
поперебирать пряжу и посмотреть, что у меня есть. Потому что у меня что-то я вот сюда в коробочке убирала, что-то у меня внизу здесь стоит. В общем, нужно подумать. Еще меня в комментариях спрашивали, буду ли я снимать отдельное видео на комбинированное платье, на пляжную тунику. Да, обязательно сделаю отдельное видео и постараюсь в ближайшее время выпустить их. Мой отпуск пока еще продолжается. У меня есть, конечно же, еще задумки, о которых я вам сейчас не рассказала, но мы все с вами увидим в моих следующих недельных влогах вязальных. Благодарю всех вас за внимание. Ну а я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.